Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и это финальная часть моих итальянско-греческих каникул, которые заканчиваются в Турции. Из Афин в Москву удобнее всего было лететь через Стамбул, поэтому я воспользовалась возможностью немного познакомиться с этим турецким городом, который давно хотела увидеть. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной и насладиться красивыми стамбульскими видами. Всем привет из Стамбула! Итак, моя последняя точка перед домом – это Стамбул. Но у меня здесь всего лишь пересадка длиной в один день, поэтому я здесь проведу не так много времени. В общем-то, уже вечереет. Так вышло, что я очень долго искала камеру хранения, чтобы оставить свои вещи, чтобы у меня... Расскажу сначала. Когда я покупала билеты, мне казалось, что я буду прилетать и вылетать из одного и того же аэропорта. Но потом я обратила внимание, что нет, у меня, оказывается, разные аэропорты прилета и вылета. И мне их нужно было поменять. Но так как расстояния здесь большие, возможно, пробки, если бы я поехала из одного аэропорта в другой, чтобы оставить там вещи в камере хранения, это заняло бы у меня очень много времени. Сейчас я уже понимаю, что, скорее всего, это заняло бы не больше времени, чем я потратила, пока искала камеру хранения где-то в центре. Но мне удалось, в конце концов, ее найти. Я оставила там свои вещи. И сейчас вот пошла гулять. У меня есть несколько часов. До тех пор, пока не стемнеет. И потом я уже поеду в аэропорт, потому что ночью у меня вылет домой. Такие дела. В Стамбул я вообще хотела давно, но этой зимой я сюда захотела очень сильно, потому что я посмотрела турецкий сериал. И вот эти вот герои этого сериала, они жили вот где-то здесь, прямо возле Босфора. И когда в этом сериале показывали вот эти виды Стамбула, мне так захотелось сюда приехать, просто невероятно. И вот я наконец-то здесь. Вообще, на контрасте с другими городами, в которых я побывала ранее, Стамбул очень выделился, потому что это совершенно другая культура, другая атмосфера, в которой мне было очень интересно оказаться. А на этом рынке я бы, наверное, скупила все, потому что там очень много сладостей, которые мне, наверное, понравились бы. Особенно всякие орешки, сухофрукты и прочие турецкие сладости, с которыми я по большей части не знакома, но почему-то у меня нет сомнений в том, что мне было бы очень вкусно ими полакомиться. Я уже, ребята, на последнем издыхании. Уже хожу не потому, что хочется, а потому, что надо. Я сейчас иду в последнюю точку, которую я себе поставила на карте. После этого сажусь на автобус и еду за своими чемоданами. И еду в аэропорт. Я думаю, что устала я, конечно, не от отдыха как такового, а от активного отдыха. Потому что вот даже, например, сегодня я почти всю ночь не спала, потому что мне надо было проснуться в 5:30. А я всегда не очень хорошо сплю перед утренними полетами, потому что боюсь проспать. И получается, что с 5:30 я на ногах, и уже 7 часов вечера, а вылет у меня в 4 утра. Я, конечно, уже буду не на ногах, я буду сидеть спокойненько
и никуда не дергаться. Буду делать видео, кстати. Вот. Поэтому чувствую я себя уже так себе. В Стамбул я, конечно, обязательно еще вернусь. Я уверена, что не раз. Потому что это, во-первых, сюда очень просто добраться. Во-вторых, потому что это очень интересный и большой город, который за один день точно нереально посмотреть. Но даже, я думаю, одного раза будет мало, смотря сколько дней закладывать. Но чтобы не спешить и погулять спокойно, все посмотреть, думаю, надо точно больше одного раза. Я, в общем-то, вот уже пришла. Эта мечеть называется Фатих. Здесь, кстати, очень много котиков. Я так полагаю, бездомных, потому что они все очень грязненькие, неопрятные. А мечеть красивая. Уходить оттуда, конечно, не хотелось, но силы меня окончательно покинули, поэтому я села в автобус, доехала до места, где я оставила свои чемоданы, и поехала в сторону аэропорта. Наверное, если бы не так рано темнело, я бы все-таки еще часочек-другой погуляла бы. Но по темноте ходить мне уже не хотелось, да и мне не совсем понятно было, до скольки работает метро, и успею ли я в таком случае потом добраться спокойно до аэропорта. В общем, решила не рисковать и поехать заранее. Какой в Стамбуле невероятно огромный аэропорт. И красивый. Вон куда тянется. А вон внизу. Ой, я сейчас телефон уроню. Или рюкзак. Вот здесь, если честно, залипнуть можно. С этими панорамными окнами. Как будто бы фильм какой-то смотришь. Где, знаете, или кукольные домики такие, или фильмы. Может быть, и не было таких фильмов. Что-то у меня уже голова плохо соображает. В общем, когда здесь вот все открыто, и ходят люди вот туда-сюда. Ну, кукольные домики такие точно есть, а про фильмы я уже не уверена. И на этом мое путешествие подошло к концу. Спасибо всем, кто за ним следил, смотрел все мои влоги, комментировал, ставил лайки. Я надеюсь, что вы хорошо проводили время за просмотром моих видео, и что вам нравится такой формат, так же, как и мне. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если еще не подписаны. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!